Привет любителям мастер-классов. Мы начали пристраивать клумбу в этот угол. Я уже, в принципе, когда делала вот эту часть угловую, я говорила, что у меня здесь планируется клумба, поэтому я не доделывала забор до конца. Я оставляла его гладеньким под гидроизоляцию. Вот можно видеть, что мы сделали гидроизоляцию. Это нужно для того, что когда мы засыпем землю сюда и будем поливать растения, то с той стороны стена будет здесь напитывать влагу, и на ту сторону будет облущивать краску. Поэтому для этого мажется гидроизоляция. Здесь вот у меня вот такая вот будет красивая клумба. Теперь смотрите, какой мы сделали перечень работ. Мы взяли, выкопали. Вот видно вот на штык лопаты вот такую вот канавку. Здесь Вова просверлил 2 отверстия под вот эти вот штыри. Это вот 8 у меня, а вот это вот 6. Теперь он берет через, скажем, тут сколько, 40 сантиметров или 50, ну вот смотрите, 35-40 сантиметров между этими прутиками. Вот, он их так вот понатыкивал везде. Тут посерединке вот мы сделали на 2 штыка лопаты и вот так 4 арматурки вставили. Здесь у нас такой вот будет небольшой столбик, потому что длина клумбы очень большая, и мы не хотим, чтобы где-то она лопнула. Но в принципе я хочу вам сказать, что каждые 2 метра все равно будет трещина, будет температурный шов. К этому надо спокойно относиться. Это как бы не фундамент здания, где у нас будет тут прямо двухэтажка построена. Это просто клумба. Поэтому если где-то будет трещина, просто не заморачивайтесь. Трещина и трещина. Это температурный шов. Но на всякий случай мы все-таки тут сделаем такой столбик. Как бы чуть-чуть перестраховаться. Так что вот такая вот у нас получилась заготовка. Теперь Вова возьмет арматуру и начнет ее вязать. Делать именно контур нашей стенки. Стена у нас будет небольшая, но невысокая. Вот подсюда. Вот так вот мы повяжем. Вяжем. Внизу и вверху. Можно, в принципе, это сделать сваркой. Что быстрее? Быстрее повязать, повяжите. Сварка, значит сварка. У нас просто сейчас выключили свет, поэтому мы по старинке вяжем. Обычно мы сейчас бы приварили, раз и готово. Вот такая вот у нас получилась конструкция. Вот. Вот у нас 1, 2 и внизу 3-я арматурка. Вова прокидал вот такие вот камушки. Вот так. Теперь он взял жидкий раствор и будет проливать эти камушки. И у нас получится вот такой вот фундамент. Мы его зальем вот по вот этот вот уровень земли. И еще чуть-чуть прокидаем щебнем. Как это будет происходить, сейчас Вова нам покажет мастер-класс с красивой лопатой. Вот мы пролили лунку раствором. Все камушки залиты. Вот так. Теперь Вова сверху, пока раствор жидкий, укладывает камушки. И вот так вот всю дорожку надо уложить камушками.
Так, у нас уже подсохла наша дорожка. Вот видно, что все такое прочное. Вова начал вязать сетку. Вот, видите, сетка двойная. Он просто взял рулон, развернул и ну, как бы сюда перекинул. И получилось, что она вот ячейка с двух сторон. Для чего это делается? Так как у нас не будет использоваться опалубка, ну, можно было поставить здесь бы щит и с этой стороны накидать. И как бы, ну, можно было повязать бы в одну сетку. Будем мазать без опалубки. Поэтому нам надо, чтобы здесь, ну, как бы уменьшить ячейку. И чтобы раствор сюда проходил между вот этими двумя сетками. Он будет сюда заходить и сюда вот как бы здесь зацепляться между двух сеток. Таким образом можно помазать вот эту вот всю стенку, не используя опалубки. Сейчас вот Вова все подготавливает. Важно очень, чтобы она не прыгала, ну, чтобы туда-сюда не шевелилась, потому что будет падать раствор. Когда мы сейчас начнем намазывать вот эту стенку, вы все увидите. Так, ребята, мы тут подумали и решили, что эту клумбу можно сделать двумя способами. Первым это помазать сетку, а второй, вот у нас был такой картон. Мы подвязали этот картон проволочками, где к сетке, где металлическому каркасу. В общем, эту картонку нужно подвязать, можно чем-то подпереть. Но мы просто хорошенечко ее подвязали. Вот так вот. Теперь Вова берет раствор, умный мастерочек, и просто мажет эту стеночку. И у него получается вот такая вот красота. Получается, раствор так промазывается между двух сеток, а упасть ему не дает именно картонка. Завтра оно постоит до завтра, и мы снимем эту картонку. Посмотрим, что получится. Это как бы первый способ, как можно ее сделать. Вот. Картонка как бы даже очень удобна. Она принимает любую форму. Ничего не надо пилять. Ножницами отрезал. Если где чего-то там не получается. Очень удобно. Так, вот такая красота. Так, у нас клумба постояла один день. Это получается мы вчера помазали. А сегодня вот снимаем нашу картонку. У нас прошел дождь. Картонка немножко обмякла. Сейчас Вова снимет. Посмотрим как раз какая прочность получилась. Вот какая красота. Вот у нас такая толщина получилась. С этой стороны мы будем кидать и с этой будем кидать. У нас должна получиться вот примерно вот такая вот толщина. Иначе просто вот эта арматура будет нагреваться, остывать, остывать, нагреваться. И могут быть трещины только из-за того, что расширяется вот эта арматура. Толщина должна быть где-то вот такая, с двух сторон. Ну, что у нас по прочности, скажу я вам, все очень-таки даже крепко держится. Вот. Где ничего, аж такая прям звон у нее есть. Вот здесь вот видно, что раствор между двух сеток. Вот одна сетка и там вторая сетка.
Так. Теперь Вова просто картон дальше перевяжет. Дальше будет мазать стеночку. Так, а вот такие вот места мы просто берем и замазываем раствором. Здесь у меня уже все подсохло. Вот эта вот часть. Я беру, просто ее, вот эту, видите, она вся уже крепкая. Просто вот так закидываю. Это у нас будет черновая подготовка. После этого слоя мы будем уже кидать чистовой. И будем уже резать какой-то камушек, либо что-то у вас. Ну, кто-то, может, просто хочет поштукатурить и ровненько сделать. Здесь вот так надо наложить сверху. Потому что мы знаем, что над арматурой должно быть 2-3 сантиметра. Это как минимум. И вот в таком виде оно должно постоять, посохнуть. Точно такой же слой надо кинуть и с этой стороны, чтобы с двух сторон было 2 черновых слоя. Теперь вот второй способ, как можно помазать. У вас должен быть густой раствор, потому что жидким это не получится. Ячейка очень крупная, должен быть густой раствор. И вот так вот снизу наверх мы мажем. Здесь уже так быстро всю площадь не получится у вас заляпать, поэтому придется частями мазать. Сегодня, завтра и послезавтра. Вот так. Мажем в основном по тем частям, где есть арматура. Тогда раствор, он просто сюда протекет и зацепится за эти вот арматурины. Будет держаться. Если просто на сетку, он может просто съехать из-за того, что сетка получается очень тонкая, и она режет раствор, он съезжает просто вниз. А на арматуре он очень хорошо зацепится. Когда эта часть посохнет, вы уже потом будете ее добавлять. И постепенно у вас сузятся места, которые где выглядывает сетка. Смотрите, это вот у нас вчера намазанное, и гляньте, какое оно уже крепкое. Вот, стеночка наша готова. Если вам кажется, что это долгий процесс, то в принципе не все так сложно и недолго. Теперь, когда оно подсохнет, мы сюда кинем черновой слой. И будет вот как там. Та вот стеночка, вот здесь вот. Вот сюда уже можно кидать чистовой слой и резать камушек.
той стороны мы тоже уже кинули слой. Вот здесь. И поштукатурили гладенько. Здесь будет мазаться гидроизоляция. Потому что когда будет поливаться клумба, оно будет раствор напитывать на себя влагу. И с этой стороны будет облущивать краску. Поэтому обязательно делаем гидроизоляцию. Вот такой вот рисунок я выбрала для клумбы. Получится большой и маленький камушек. Сейчас посмотрим, как у меня происходит процесс накидки. Так, ребята, смотрите, обратите внимание. Видите, там камень объемный, потому что он кинут 2 раза. Вот сейчас я взяла, сделала, скажем так, черновую подготовку. Накидала слой, промазала его чуть-чуть и вылепила камень. Это, так сказать, наметила, где будет камень. Вот здесь вот здесь вот не хватает еще чуть-чуть объема. И здесь чуть-чуть объема. Тут, видите, нет объема. Здесь нет объема. Поэтому сейчас, если я буду добавлять раствор, он просто возьмет, отпадет прям целый пласт. Надо, чтобы вот эта часть чуть-чуть постояла. Когда она постоит, чуть подсохнет, тогда мы сможем сюда долепить еще те, как кончики или тот недостающий нам объем. Сейчас пока мы пропускаем. Просто продолжаем дальше накидывать слой и пролепливать камушки. Пока мы там какой-то кусок себе подготовим дальше, пролепим, этот уже подтянется. Всю клумбочку, видите, закидала, подготовила камушки, скажем так, нарисовала камушки мастерочком. А теперь вот самая интересная часть. Нужно все камушки поподлепливать, добавить объем там, где не хватает. Смотрите, что я имею в виду. Вот здесь вот, видите, уже камни пролепленные. Здесь есть вот такой вот выступ, камушек объемный, нигде нет дыр у него. Вот он весь красивый, его только надо будет замыть и уже красивую ему фактуру делать. Посмотрите, здесь все у этого камушка есть. А вот эти вот камни, они плоские, в них нет объема. Вот видно, что здесь вот все одинаковое. Вот эти края одинаковые. Здесь сейчас будем добавлять. Тут вот немножко не хватает объема. Здесь середина пустая. Тут не хватает. Вот сейчас будем так вот домазывать. Добавлять небольшой объем. Вот посмотрите, какой камушек плоский. Сейчас вот сюда добавим ему немножко. И вот. Получается он вот такой вот красивый, объемный, как немножко выступает. Вот здесь можно добавить объем. Вот здесь край плохой, значит сюда докидываем. Вот, кстати, обратите внимание, он еще не до конца схватился, мягкий. Я вот сейчас домазываю.
Если камень, ну, поверхность будет уже сильно твердая, то это тоже не очень хорошо. Придется делать надсечки, либо докидать еще один слой. Вы старайтесь так свою работу сделать, чтобы вы, когда, ну, вы видели, что я накидала и сразу же наметила камень, нарисовала камень, все сделала. Потом он постоял у меня, наверное, ну, минут 20, и я уже начинаю долепливать недостающие края. Дольше не надо, не допускайте этого, потому что будет потом проблема. Слоя будут один от одного как бы отслоены. Они вроде бы будут прилепленные, но все равно они будут слоеные. Поэтому, чтобы этого не допускать, только увидели, что вот камень схватился, все, начинайте сюда долепливать. После того, как пролепили все камушки, дали немножко постоять, где-то с полчасика, чтобы это все опять схватилось. И начинаем замывать швы и легонечко камушек. Вот эту вот стыковку хорошенечко надо замыть, чтобы слепилось старое с новым. И вот эти вот замываем края. Низа вот тоже хорошо следим за этим, чтобы оно было замыто. Если у вас не стоит такая задача, что у вас прям гладенькие колышики, то не старайтесь замывать вот эту середину камня. Оставьте ее шершавой, потому что, ну, как бы, чем фактурнее камень, тем красивше. После того, как оно постоит, мы дадим ему постоять около часика, чтобы оно уже так могло резаться и хорошенечко можно было с ним работать. Мы приступим уже к финишной зачистке. Вот мой камушек весь уже подсох. Уже можно приступать к зачистке. Вот так это изнутри смотрится все. Сейчас я вам покажу еще один такой нюанс. Посмотрите, клумба, она вот такой вот змейкой сделана. Но чтобы клумба смотрелась эффектно и более естественно, вот на вот этих вот местах нужно быть повнимательней. Потому что если вы будете лепить камушки и повторите камушек именно изогнутый по вот этому изгибу, будет некрасиво. Будет такое впечатление, как будто клумба облицована камнем. А мы делаем, что клумба выложена из этих камушков. Поэтому посмотрите. Вот, видите, как я сделала. Чтобы, вот он пошел этот радиус. Вот здесь разбито, камушек, смотрите. Вот такой вот, с таким вот углом. И внизу камень, тут камень и маленькие камушки. И за счет этого у нас
получился вот такой вот радиус с камней. Не делайте так, что вот у вас, допустим, вот этот камень, раз и вы сделали его один большой, и типа он такой вот изогнутый. Таких камней не бывает. Все камни у нас имеют ровную плоскость. Ну, где-то чуть-чуть может выйти край. Поэтому следим за этим, не допускаем таких ошибок. Мы же делаем клумбу под натуральные камни, поэтому эти нюансы нужно учесть. Вот здесь вот у нас поворот, поэтому мы сюда вставили маленькие камушки. И здесь вот тут большие. Потом смотрим. Видите, вот эти все изгибы, где вот повторяю, ну где изогнута линия, я старалась ставить маленькие камушки, потому что маленькими камушками радиус можно сделать, а большими уже будет посложнее. Так что это вот такой вот небольшой нюансик, обратите на него внимание. Вот такой вот камушек у нас получится. Вот такая вот фактура. Сейчас я покажу, как я это все делала. Нам понадобится вот этот инструмент. Вот такой вот молоточек с гвоздями, рустовка, острый резак, щетка по металлу и кисточка. Берем щетку по металлу и набиваем. Для большей еще фактуры мы вот такой берем молоточек. И тоже хаотично бьем дырочки. Обметаем кисточкой. Смотрим, что получилось. Где еще нужно добавить, можно будет подбить молоточком или щеткой. Теперь я в этой кладке использую тоненький шов. Если вы видели, что у меня в основном на заборе, ну, везде используется такой широкий. Здесь я решила тонкий. Чтобы получить такой шов, я вот взяла рустовку и вот так вот прорезаю. Вот в этих местах тоже следите. Здесь не должно получиться у вас маленького треугольничка. Вот так вот, если я сделаю, то получится вот такое вот место. Это не очень хорошо, поэтому старайтесь это тоже вышкрепсти, чтобы не было такого. Это как бы брак у вас уже будет. Все, так вот аккуратненько, тоненькой рустовочкой подрезаем. Теперь берем острый резак и подрезаем вот здесь вот, как бы делаем слоеность камня. Это делать не обязательно во всех камнях. В основном можно сделать по большим. На маленьких оно не будет особого эффекта там давать. Вот так. Если вы сильно подрезались и у вас получилось некрасиво, возьмите щетку и подбейте эти места.
Тогда подрезка будет более плавной. Вот такая вот у меня получилась красота. Вот сегодня, получается, за один день можно сделать вот такую вот клумбу. Ну и теперь немного информации для мальчиков. Кому интересно, сколько у меня пошло материала на эту клумбу, сейчас расскажу. Значит, у меня получилось вот это, вот видите, я с умной рулеткой, я все это дело промерила. У меня вышла эта клумба 7,5 метров. И вот сейчас, ну вот 50. Здесь 50. Тут 54, 53. В общем, где-то 7,5, ну, будем говорить, что, грубо говоря, на 50. Умножаем, получается, здесь 4 квадрата получилась клумбочка. Сюда у нас ушло 8 мешков цемента. Это вместе с армопоясом, который мы сюда залили. И полностью вот эта вся клумба сделана под ключ. С двух сторон помазана. Там мы внутри гладеньким помазали, а с этой стороны мы сделали декоративный камушек. Вот получается 8 мешков надо на 4 квадрата. Ну это грубые цифры. Где-то, конечно, может где-то больше уйти, где-то меньше уйти. Но это просто вам примерно, чтобы вы знали, что если вы хотите такую клумбочку, чтобы вы знали, на какие затраты вам придется потратиться. Это так вот грубые цифры. А получается, по арматуре у нас сюда ушло 35 метров. Это мы заложили на фундамент и выварили здесь металлический каркас. Ну а сетки тут я даже не знаю сколько метров. Ну считайте, я не знаю, 7, ну пусть будет, грубо говоря, возьмите 10 метров сетки. Вам же надо будет, ну тогда я вам показывала, что с двух сторон было завернуто. Где-то может довязать надо. Ну, потому что 8,5 так четко брать впритык лучше не надо. Значит, 35 метров арматуры, где-то 10 метров сетки и 8 мешков цемента. Ну, песок тут уже, какую пропорцию уже вы будете мешать. Все именно по составу, по пропорциям, как сделать мастерочки и очень много всего интересного вы можете увидеть на нашем канале. Либо я немножко вам кину ссылочку под описанием этого видео. В следующих видео я покажу, как покрасить эти камушки. Я покажу очень интересный вариант покраски. Будет выглядеть довольно-таки натуральненько. Будем красить под мраморную крошку, либо под гранит. Будет такой эффект, как будто у нас много-много разноцветных, разных гранитных камушков. Покраска очень простая, так что, ребята, не теряемся. Я думаю, что если вы внимательно посмотрите, то ничего сложного в этой покраске вы не найдете. И с удовольствием будете тоже такие камушки себе дома красить. Так что до новых встреч в следующих видео.